Очередной Hyundai Kona к нам приехал, но на этот раз уже не с мотором и коробкой с редуктором, а что-то задымилось под капотом. И теперь будем разбираться. Официалы задефектовали, что возможно проблема с батареей, но пока вопрос. Какой-то пошел дым во время зарядки из-под капота. После этого автомобиль уже не заряжался и не ехал. Во всяком случае, так сказал владелец. Пробег на автомобиле 150 893 километра. А вы говорите, корейцы не ходят. Не исключено, что здесь есть проблема с мотором и с редуктором, но в данный момент автомобиль приехал с другой проблемой. И сейчас будем диагностировать и заниматься ей. Так, автомобиль у нас запустился и едет. Интересно. Ладно, попробуем его зарядить. Так, но все это странно. Автомобиль приехал, и владелец сказал, что автомобиль не заряжается, не запускается. Заряжать еще не пробовали, но как минимум сейчас продиагностирую. Официалы сказали, что какая-то проблема с батареей. И якобы в батарее то ли батарея накрылась, то ли БМС-ка накрылась. Но судя по тому, что автомобиль запускается и двигается, явно проблемы с БМС-кой сейчас нету. Но что-то ж было, владелец не просто так решил автомобиль к нам привезти, для того, чтобы мы что-то на ней сделали. В общем, буду сейчас диагностировать и смотреть, что же за проблема с автомобилем. Если, конечно, мы сможем найти проблему. На приборной панели у нас загорелся треугольничек, оранжевый EV надпись, но пока что еще ошибок нету. Но есть ошибки по подушке. Неисправность изоляции в системе гибридная электро... Да, действительно есть какая-то проблема с сопротивлением изоляции. И вот это вот и может давать ошибку. А сейчас подморозило. Если там водичка попала, могло подморозить и не пробивать. Правда, если антифриз попал, то антифриз не замерзает, поэтому пока что не все понятно. Ошибка актуальная. Немного информации, которую получили от владельца. Официальный сервис сделал заключение, что проблема в батарее. Тем более данный автомобиль участвует в отзывной кампании по замене батареи. Несмотря на то, что на автомобиль в целом гарантия не распространяется, но официалы готовы по гарантии заменить батарею. Но срок ожидания, к сожалению, около 2 лет. Но официалы не уверены, что проблема решится. Странная ситуация, на мой взгляд, так как есть у меня друзья в Харькове на дилерском СТО Hyundai, и доводилось мне консультироваться с ними по некоторым вопросам. Например, с дефектом на Ioniq, когда автомобиль перестает реагировать на педаль акселератора. И я точно знаю, что они проходили обучение по электромобилям Hyundai. Хотя, скорее всего, нападение России оставило свой след. Много хороших специалистов сейчас защищают Украину от рашистов. Но уверен, что когда Украина победит, то все образуется. Дай Бог нашим солдатам сил и здоровья. Сопротивление изоляции 26 кОм. Сейчас, правда, автомобиль может даже не запуститься. Сопротивление 3 мегаома, и ошибка у нас пропала. 2,5 мегаома. Два мегаома. И сопротивление у нас по чуть-чуть падает. То есть такие проблемы действительно есть. Так, и сейчас на приборной панели загорится ошибка.
Ошибка не загорелась, но сопротивление очень сильно упало. Так, а вот это уже интересно. Плавающее сопротивление. Так, а вот сейчас у нас зажигание включено, и сопротивление у нас 3 мегаома, и она не падает. Когда зажигание включено, то она измеряет сопротивление только в батарее. Потому что именно батарея занимается измерением сопротивления, БМС-ка. И сопротивление у нас не падает. А если запустить автомобиль, то через какое-то время сопротивление начинает падать. То есть у нас есть проблема вне батареи. Вот начинает падать уже. И через определенный промежуток времени сопротивление все падает и падает. Напряжение у нас нормально. То есть у нас есть проблема с падением сопротивления изоляции вне батареи. Но уже хорошо, что не батарея. Ну а дальше уже тогда работа с мегаометром. Берем мегаометр и будем тогда прозванивать все цепи, смотреть, что у нас за проблема. Но первое, что пришло в голову, все-таки это все произошло на зарядке. На зарядке от переменки, как раз которая идет вот в чарджер. Постоянка идет джанкшн и напрямую пошла в батарею. Так вот, откинули, сняли крышку и проверяем сопротивление. И у нас здесь сопротивление 70-80 килоом. И напряжение даже не растет, 70 вольт. Теперь сейчас снимем джанкшн и посмотрим, где у нас дальше. Потому что в джанкшне это коммутационный блок, в нем все коммутируется, все силовые части. Оценили junction box, и вот видно, что у нас сколько сопротивления на тех же шинах. — 521 мегаом, то есть в чарджере у нас все нормально. Проверим сейчас сам junction, и тогда будем смотреть остальные потребители. И в junction здесь все отлично. У нас бесконечность. Так, сейчас еще проверить компрессор кондиционера. Так, раз уже у нас здесь разъемы все в доступе, то сейчас хочу проверить на хитере, вернее на тене. Здесь сухой тен стоит в салоне, и заодно на батарее. Бесконечность. 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 А здесь у нас 30 килоом. В принципе, те же самые 28, которые диагностика показывала, так и есть. Так, теперь бы нам откинуть кабель от батареи. И если в батарее это будет, тогда уже снимать батарею. А здесь, кстати, есть и хитер. Вот он установлен снизу, сверху его не было видно, а здесь он установлен. Сейчас снимем силовой кабель, промеряем здесь и заодно на хитере. Отсоединили хитер. Со снятием этого разъема оказалась проблема. Он тут весь в грязи, в песке. И сейчас, короче говоря, пробовали его снять, но он очень сильно закис. Но здесь у нас есть уже как раз это сопротивление низкое и нашли на хитере. Но для точности сейчас еще померяем сопротивление на этом же кабеле, только уже со снятым разъемом хитера. Так, что мы сейчас здесь будем иметь? Бесконечность. И здесь бесконечность. Все, у батареи у нас уже все хорошо. Поэтому, в принципе, здесь можно все это собирать на место. Никакого здесь дыма не было. И дым был, походу, с хитера. Но теперь вопрос, почему был дым? Либо же не было охлаждения, либо что-то там сгорело.
Не исключено, что здесь может быть и помпа не работает, но это уже будем дальше определять. Сняли разъем с хитера, и сопротивление у нас стоит 3 мегаома, и уже в течение нескольких минут никуда не падает. Если в самом начале при диагностике это сопротивление через какое-то время падало после включения в режим Ready. Сейчас у нас автомобиль пробует двигаться, но он стоит на подъемнике, но тем не менее машина едет. То есть все нормально, сопротивление у нас никуда не уходит. Поэтому вся проблема, как оказалось, была в хитере. Почему официальные дилеры сдефектовали, что проблема в батарее или в БМС, это теперь остается загадка. Ну, как-то так. В общем, теперь будем согласовывать с клиентом снятие хитера, диагностику хитера. Ну и дальше будем принимать решение, замена его, либо же получится отремонтировать. Так что будем согласовывать снятие хитера. Так, согласовали снятие хитера. И сейчас его снимаем. Когда у нас стоит перемычка на хвиле, у нас автомобиль запускается. Сейчас она уже отпала, но это не суть. И, в общем, сейчас снимем хитер и посмотрим, можно ли его отремонтировать. Потому что другой бэушный хитер стоит в районе 350 евро. Начнем с того, что мы его вскроем и посмотрим насчет целесообразности ремонта. Ну а дальше будет видно. А вот такой вот пробой у нас на хитере. И вот откуда владелец видел дым. Скорее всего, этот хитер уже бесповоротно умер, но вскроем его. Что это такое? Воняет. Очень сложно материться. Надо распознать, что это такое. Это, скорее всего, термодатчик какой-то. Ну, это же следствие. Ну да, это же сюда соединяется. Может, так как предохранитель? Может быть, предохранитель. Скорее всего. Воняет? Или предохранитель бы просто перегорел. Так. Загорелся. Ах, как воняет. Конструкция максимально простая. Ну, правильно. Обычный тен. Шишка родная это, да? Надо распознать, что это такое. Замолочить здесь. Ага. Походу просто попала в жидкость. Она же мокренькая, да? Ну, смола. Ну, это просто взрыв чего-то. Надо распознать, что это. 5 ампер 450 ВДЦ. Это похоже на предохранитель. Это, похоже, просто был предохранитель. 5 ампер 400 вольт? Или 15 ампер. 15 ампер 450 вольт. Ну а дальше все понятно. Заказали другой хитер, установили его на автомобиль, прокачали систему охлаждения. Помпа оказалась, кстати, исправная. А все произошло на зарядке по той причине, что этот хитер отвечает за нагрев батареи. И, видимо, он немного устал от наших морозов. Вот такой вот был ремонт. И если вам хочется узнавать еще много интересного о электромобилях и гибридах, то подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем мира и добра. До скорых встреч. Пока.